Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 января. Давайте узнаем, какие знаки судьбы нам дадут карты для вашего знака зодиака, что случится, что произойдет в эти 10 дней, как карты видят палитру событий, с которыми вам придется взаимодействовать, а может быть принимать в некоторых сферах жизни важные решения. Первая колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Вот переложите ваши вопросы на метафору карт, и я думаю, подсказки будут. Ваша интуиция, она творит чудеса, мои дорогие скорпионы, это правда. Наверное, в наше сложное время только скорпион может так вот прочувствовать. И даже если внешние такие предпосылки еще зыбкие, доверяйте себе. Потому что ваше чувство, оно вас как будто ведет в правильном направлении. Давайте будем узнавать. Так что же там знаки судьбы, что ждет, что случится, что произойдет, с чем будет связано это произошедшее или эти события, третий знак судьбы. И достанем такую карту, как что идет на ваш порог, или кто может быть, да, или с чем вот будут связаны эти события, может быть, и с кем, как ключевая персона или ключевое событие. Неожиданности. Давайте достанем такую карту неожиданности, которые возможны с 20 по 31 января. И ваша фортуна. В чем вам повезет? В чем вы сейчас наиболее сильны? Или, может быть, как подход к решению какого-то дела или вопроса. И по трем основным сферам жизни. Что ждет скорпионов с 20 по 31? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом. Сфера финансов. Что ждет скорпионов? И что ждет в сфере работы, карьеры, достижения, важные контакты, встречи, может быть, согласования, ну, у кого-то и учеба. Давайте будем узнавать первый знак судьбы – умеренность. Ну, наверное, чтобы услышать собственный голос интуиции. Есть какая-то тема, которую, ну, быстро, сколько ты ее тут не пытайся, на форсаж какой-то взять, не, все равно не получится, потому что старший аркан говорит, тут все идет все равно своим чередом. Вообще карта спокойствия, терпения где-то, умеренность, она и есть умеренность. Значит, может быть и достаточно спокойный период жизни, мои дорогие, когда нужно побеспокоиться о себе или когда у вас все идет так вот планомерно. Я должна сказать, что да, очень символично. У меня есть гороскоп, правда, на неделю предшествующую, с 12 по 17. Оставлю ссылку в описании под видео, перейдите, прочитайте. Правда, там какой-то внутренний такой вот момент больше важен. Ну и вы-то, по сути, всем управляете сейчас. Давайте откроем второй знак судьбы. Ну, где-то ваша карта, личная жизнь, потому что по кубковым картам двора это часто идут наши либо партнеры по браку, либо наши близкие, любимые люди. Может быть, для кого-то из вас завершить какой-то период одиночества. Все-таки у нас такой могучий русал сидит и ждет свою русалочку, глядя на кубок, такой теплый, солнечный. Вспоминает о чем-то, двери открыты, но он ничего не делает. Ну, вот хочется так сказать, что ж ты ждешь? Надо как-то менять свою жизнь. Конечно, по королю кубков это, знаете, эмоции, да, умеет дарить эмоции король кубков, что там говорить. Ну и в то же время отличает таких людей, что когда есть вопросы такие более материальные, практичные, он умеет туда эмоций не добавлять. Видимо, в целом карта хочет, как знак судьбы, и вам где-то сказать, что вам придется разграничивать несколько, да, те вот эмоциональные вопросы, которые связаны с любовью, личной жизнью, то туда не надо, может быть, примешивать какой-то сухой материализм. И наоборот, не добавлять эмоций, может быть, в те вопросы, которые мы не можем быстро осуществить, или когда буквально нам нужно что-то посчитать. Но у кого-то ведь, знаете, спокойное течение жизни. Все дома, все нормально, все, в принципе, идет своим чередом. Давайте третий знак судьбы. Пятерка пентаклей. Есть какая-то заноза, да? Ну, видимо, ожидание не должно быть затянувшимся, безусловно, по этой карте. Когда мы можем сожалеть, что вроде бы, вот почему так в моей жизни происходит, вроде бы многого заслужил или многого достигла, но вот какая-то вот именно теперь ситуация, она такая
как будто один на один остался или одна сама по себе тоже. Есть такой пункт. Может быть, у кого-то в центре внимания именно денежная ситуация. Но, знаете, иногда по этой карте идут обиды. Именно такие обиды, которые, когда не поняли друг друга. И есть, вот знаете, такая вот, ну, как зерно сомнений, которое осталось в нашей душе, что, ну, если со мной как будто, да, человек взаимодействует, значит, и ищет какую-то свою выгоду. Мы как будто перестаем доверять. А карта ведь нам говорит, что нам нужно будет объединять. Отчасти это тоже где-то, ну, вот все то, что я сказала по предыдущей карте. Карта тоже может говорить, есть и вопросы, когда придется посчитать и не просчитаться, но есть и когда эмоции тут явно вам могут помешать. Так, не ту колоду взяла, ладно, сейчас исправим. Я хочу достать дополнительную карту. Что это за сожаление такое? Королева кубков. А вот правда, смотрите, пара. Сожаление может быть по какому-то человеку, может быть, потому что не вместе, или может быть какая-то история идет в затяжку, быстро не развивается. Может быть, это вам нужно сейчас что-то решить, и решиться надо. История личной жизни на будущее. У кого-то банально, знаете, жизнь в паре или ваш близкий, может быть, человек. Да, понятно, какие-то отношения, они будут продолжаться, это совершенно точно. Но вам может что-то не нравиться. Может быть, не надо додумывать, да? Не надо замыкаться в себе, мои дорогие. Вот такая синевато-темная карта. Не надо. Лучше вынести на поверхность какую-то беседу. Быть дипломатией у вас, да, с дипломатией полный порядок. Вам только стоит захотеть, для Скорпиона нет ничего невозможного. Но, тем не менее, какую-то историю, может быть, лучше не замалчивать, а наоборот прояснить. Но не ждать, вот понимаете, не ждать как будто. Иногда по королеве кубков ведь тут тоже идут те карты, ой, те люди или ситуации, которые нас вынуждают ждать. Когда мы согласились где-то добровольно, что, ну, пусть будет вот так, как есть, да, ну, вот я еще там подожду. Но иногда эта карта доходит в ожидании до самопожертвования. Вот самопожертвования быть не должно. Вот посмотрите, так у нас легли карты, что тут правда какое-то было, может быть, с вашей стороны, как самопожертвование, и именно когда была какая-то долгая ситуация в затяжку и когда ничего не менялось. Мы просто сидим, ждем. Может быть, и это очень такое, знаете, все хорошо, в принципе, да, или как бы у вас все под контролем. Но есть вот эта самая заноза, которая где-то внутри вас, вам что-то может не нравиться, чего-то не хватает. И вот смотрите, 2 пятерки. Одна пятерка мечей, когда вам может не нравиться даже банально, как человек, ну, вам ответил, или когда какая-то беседа, диалог, но вы представляли, что он как-то в одном русле пойдет, а он пошел в другом. И вот это сомнение, которое заставляет вас думать, а мы вообще можем договориться, мы можем в одном направлении вместе смотреть или нет. Вы что-то тут начинаете анализировать. Причем обе карты такие вот мелковатые, мы можем подзастрять даже в размышлениях. А тут нужно не размышлять, мои дорогие, а я больше вижу, что нужно с кем-то поговорить. Вам нужно что-то прояснить. Пока вы сами, да, в этом будет ваша победа. Вот ясность– это ваша победа, мои дорогие. Вот буквально так карты говорят. И тут надо, с одной стороны, если правда у кого-то будет, да все хорошо. Вот она семья там, да, или, допустим, пара какая-то, и, в принципе, планы на будущее вы уже строите, и такие хорошие, крепкие планы, должна сказать. Но, видимо, мы все разные, и есть вот камень преткновения, вам нужно прояснить, как будто на берегу. И вот она сразу, как будто победа. Может быть, как камень с души, вот свалится, да? Вы словно отряхнетесь, скажете себе, что словно во сне в каком-то летаргическом я был или была, а вот теперь я вижу более четче. Вот никогда не надо додумывать. Любую тему мы часто боимся, да, думаем, а вдруг не поймут, или я скажу, а обсмеют вот иногда, да, переводят на какую-то неуместную шутку. И от этого всего оно еще не случилось, а мы уже замкнулись. Вот, видимо, вот этого не должно быть. В этом, по крайней мере, риск. И если мы действуем совершенно по-другому, тогда и ясность наступает, ну и победа. Это ваша личная победа в ясности.
Хотя тут может быть и любой другой вопрос. Да, у кого-то тут могут быть такие даже темы о расставании, может быть так, или вы с кем-то расстались в предыдущий период. Здесь вы можете вспомнить о человеке. Для кого-то из вас эта карта может и рабочую ситуацию обрисовывать, потому что мы как будто ищем выход из создавшегося положения, и мы обязательно его находим. Но это не то, что кто-то или что-то спешит, а вам нужно вот эту ясность как будто добыть и с чем-то определиться. Понимаете, идти вперед придется, вот оно будущее. И нам об этом говорит карты. Это ты пойдешь, это ты уже куда-то, Скорпион, торопишься, может быть, спешишь. И в принципе, да, с одной стороны, есть те темы, которые вы не можете ускорить, да, ну, к примеру, документы там какие-то важные, согласования, которые не от нас зависят, а от других лиц, к примеру. Ну, тогда это вынужденно подождать придется. Но самое главное принять решение. А следом за решением идет решимость и первый шаг. С чем это связано, карта? Опять же, ничего не меняется. Пейзаж тот же. Вроде бы, может быть, это по финансам. Кто-то боится рисковать. Кто-то вынужден сейчас, именно, кстати, из-за финансов себя временно, но, может быть, в чем-то ограничивать. Именно потому, что какая-то сумма вам нужна буквально для какого-то прорыва, для какого-то вашего намерения, цели. И вы понимаете, что да, я вот как будто готовлюсь к тому, что я куда-то отправлюсь. Или вот я что-то буду тут перестраивать в своей жизни. И сейчас я вот таким прижимистым человеком должен быть или должна. С чем это еще связано? Интуиция. Для кого-то из вас вот именно ваш внутренний мир, мои дорогие скорпионы, от начала до конца. И ваше где-то молчание. Может быть, нам карта тоже где-то говорит, а ты тут не замалчивай. Наоборот, для себя по возможности проясняй, чтобы не было вот этих темных пятен каких-то. Чтобы для вас максимально все было открыто, понятно, четко и ясно, самое главное. И если, может быть, вы какую-то тему не начнете прояснять, ну, так и она так и затухнет, останется в каком-то непонятном состоянии, подвешенном, да. И она будет вам только о себе напоминать, а тут нужно провести баланс. Может быть, эта карта ведь независимости все же, да. Может быть, и есть какая-то тема, задумка, когда карта говорит: "Ты тут о себе много и не распространяйся". Может быть, карты дают совет: "Пока ты для себя, Скорпион, что-то не прояснишь, не проговоришь, ну и свое не разбалтывай. А вы умеете хранить тайны. Никто, наверное, как Скорпион, не умеет так хранить тайны. И у вас что-то получится. Вам действительно нужно что-то прояснить. Вот ясность от начала до конца. Неожиданности. В неожиданностях могут появиться люди, которые что-то обещают. Могут появиться какие-то новости. И карта всегда пятерка жезлов говорит, во-первых, ищи правду, на самом деле это достоверная информация, или это что-то искаженное, или это какие-то мысли, формы конкретных людей. Здесь люди могут нам подавать эту информацию как что-то абсолютно точно, как правда, истина, а на самом деле истина-то где-то рядом. Или вы можете неожиданно столкнуться с такими людьми, которые вам обещают свое участие, а на самом деле, как только время придет, то и куда делся, поди поищи этот человек. Вот я такого тоже не исключаю. С чем это связано? Нет, тут связано с будущим, мои дорогие. Две тройки жезлов, две карты. И обе будут говорить, что да, вы сами можете как бы собирать эту информацию, и может что-то неожиданное у вас быть. Вы услышите, узнаете, увидите, ну, у кого что. И все равно, даже если поначалу кажется эта новость, ну, какая-то кривая или изначально кажется, может быть, тоже недостоверной, на всякий случай перепроверяйте. Правильная работа с информацией дает вам возможность как бы неожиданно, может быть, открыть плюсы в той информации, которая приходит со знаком минус. И наоборот, в том, что вам говорят, транслируют как что-то такое воздушное, прекрасное, очень доброе, но тут тоже, значит, не все так гладко. Вот вам эта ясность, ну, правда, победа. Нечего мне добавить. Так в чем же ваша фортуна? Девятка кубков. Хочется сказать, в деньгах, да? Ну, так первое. Вы знаете, ну вот все таки в первую очередь нам показана девушка, которая ведьмочка,
Второй ведьмочек, который довольна собой. И я часто говорю по девятке кубков карта эгоиста. В классических многих колодах нам изображен человек на девятке кубков, который в злате, который в богатой обстановке, но вот за ним уже обстановочка, как будто там темнота. То есть явно показывают, что мы не должны как застрять в одиночестве, мои дорогие. Есть такой момент по этой карте. Потому что, а что, все хорошо, все под контролем. Я все знаю, чего хочу, чего не хочу. Я все контролирую. Но, видимо, какую-то тему нужно решить. Вот я тут вижу по части больше личной истории. Или пусть она будет взаимосвязана с каким-то человеком конкретной, и пусть это даже какая-то история, касаемая работы. Вам, вот чем больше вы проясните, тем больше вы себе скажете спасибо. У вас сильная позиция сейчас, мои дорогие скорпионы, но вот как будто нужно привести в баланс именно мир ваших ощущений, вот сказала бы так. И чтобы это было гармонично вместе с ясностью. Любовь, личная жизнь. У кого-то могут быть, правда, воспоминания по прежней любовной истории или по, может быть, вы получаете какую-то информацию об этом человеке. Я не исключаю, да, будет, может быть, и какое-то сожаление, но карта ведь нас на что настраивает? Закрыть в прошлое дверь, однозначно. Мы можем и помириться, конечно, с учетом всех карт, прояснить обстановку, найти общий язык, почему нет, потому что однозначно какая-то пара. С другой стороны, это может быть та история, которая, увы, не может быть продолжена. И тут по разным причинам. Меня смотрят люди из разных стран, где-то идет война человека, да, вы, может быть, и ждете, но, увы, большой вопрос, придет ли он. Это именно за счет непреодолимых событий вызвано. А у кого-то это именно желанием человека, да, ну, поставили точку, да, и разошлись. Сожаление осталось, человек уже не вернется. Тут так или иначе нужно привести в баланс, опять же, историю сегодняшнюю, что есть в реальной жизни. Вот эту ясность себе добавить, может быть, по части личной жизни тоже. Но если вы вместе и просто нашла коса на камень, ведь эта карта говорит о том, что да, мы даже примирившись, мы тогда былое друг другу не вспоминаем. Что это еще? Ожидание. Семерка пентаклей. Но не бездействовать, я уже об этом говорила. Вам нужно действительно что-то прояснять. Финансы. Еще одна пятерка пентаклей, мои дорогие. И все то, что я сказала, знак судьбы. Вот, видимо, это касается какой-то финансовой истории. Может быть, какой-то важный разговор по части денег, каких-то выплат, может быть, по части трат. Или, может быть, пусть даже в семье, да, с любимым человеком. Ну, нет согласия. Один считает, что это нужно покупать, а другой говорит, что да нет, завтра будет ситуация непонятная с деньгами, и что тогда делать? Вот вам тут тоже как-то держите баланс и по финансам также. Где-то нам и говорят карты, да, вот присел на сундучок, придавил своим весом человек и продумывает. Или где-то, знаете, вы можете, мои дорогие скорпионы, чувствовать, что нужно быть прижимистому в деньгах. Почему? Потому что жрица, она все знает, да, и она поступает именно так, как она чувствует. А мы в самом начале говорили о вашей интуиции. И тогда вы можете как специально так немножко свести к необходимым только тратам, потому что понимаете, что вот-вот что-то изменится. Может быть, это даже ваша какая-то задумка, о которой вы никому не расскажете. Но я тут так вижу, что, ну, тут как бы деньги есть, они могут и прийти, но они могут и уйти. Или их как будто может быть недостаточно, но больше нет. Тут не о недостатке денег, мои дорогие, нет. Тут явный какой-то новый план. У Скорпиона новый путь, новая дорога. По пажу жезлов это может быть новое предложение, особенности или какие-то нюансы вопроса того или иного. Или паж жезлов, откуда к вам приходят деньги, может, кто-то собирается инвестировать в себя или какой-то новый проект, потому что это всегда элемент новизны, вы как на распутье, туда или сюда, куда я пойду, чем я буду заниматься, откуда ко мне будут приходить деньги. Может быть, тут что-то и меняется, у нас время такое, когда вот-вот как раз и начнутся системы финансовые меняться, и вы можете это предчувствовать и желать себе постелить соломки. Ваши достижения – я все-таки склонна к тому, что деньги есть, деньги будут. И какие-то ваши достижения– это сугубо ваши. Вы явно что-то задумали. Смотрите, аркан звезда.
Всего в колоде Таро 2 карты выбора правильного направления. И причем по аркану Солнца это короткое более направление, месяцев 6-8 по дистанции, а по аркану Звезда лет на 10-20. Поэтому вы как большое на расстоянии, вы какой-то себе план максимум можете создавать, и в принципе он у вас получится. Но может быть вы как раз и видите, или это связано с финансами, может быть, это где-то связано с жильем. Я вот, кстати, этого тоже не исключаю. Вполне вероятно. Вы что-то задумали. И вы хотите, чтобы план сработал. Но, может быть, вот по части даже финансов, как вот мы с вами говорили, то, что вы задумали, храните вы при себе и понимаете, что мне сейчас, ну, как будто себя нельзя обесточить. Вообще, по аркану Звезда тут, правда, тут какая-то победа у вас будет. У вас, пусть это не буквально сразу, но какое-то ваше намерение, цель, оно может быть осуществлено. Да и в деньгах-то у вас сейчас все таки фортуна. Но, может быть, вы правильно мыслите, с учетом всех карт, что нужно несколько на далекий период, что будет дальше, или предусмотреть какие-то нюансы, неожиданности, продуманные какие-то действия, да, и ясность. В этом ваша сила, ну и где-то фортуна. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. Благодарю вас за то, что вы читаете мои публикации. И в описании под видео я оставлю ссылки, как и на планетарные гороскопы, а также на телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь, буду вам искренне рада. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.